Всем добрый день, дорогие друзья. Я снимала несколько видеолекций, а еще сняла целый эфир и рассказала о домовом. О тех фактах, которые малоизвестны, но о которых нужно бы знать, потому что практически в каждом доме есть домовой. Это тот дух, от которого зависит и наш покой, и здоровье наших домашних питомцев, и сохранность нашего имущества, и очень-очень многое. Поверьте мне, что домовой – это не просто некая сила, которая здесь обитает. Эта сила охраняет, оберегает вашу жизнь и жизнь тех, кого вы любите. Это та сила, которая приводит в дом благополучие, отгоняет неблагоприятные события, порой закрывает, скажем так, дороги тем, кто вам неприятен, и они перестают к вам ходить. Это очень важная сила, и я о нем рассказывала. Некоторые богатые семейства передавали из поколения в поколение определенные заговоры, ритуалы, чтобы задобрить своего домового. Я как-то вам говорила, рассказывала об одном человеке, который занимался разведением лошадей породистых и был очень известен и очень богат. То есть он свое богатство заработал именно этим, разведением лошадей. И когда умирал, завещал своему сыну это все имущество и попросил задобрить домового, который столько лет верой и правдой служит их семье. И что именно благодаря его заслугам их семья живет богато. Сын не стал спорить с отцом, но не принял это всерьез, и после его смерти ничего такого не сделал из того, что обещал сделать своему отцу. Через некоторое время лошади начали умирать, их ферма разорилась. В общем, он практически все потерял, и уже осталось всего ничего из этого огромного имущества. И он все-таки решил последовать примеру отца. Пришел в эту конюшню, заплакал от отчаяния, оставил там угощение, попросил прощения и пообещал всегда чтить этого духа, если он поможет ему встать с колен. И за несколько лет он обратно вернул все свое имущество. Вот до такой степени эти силы на самом деле могут помочь человеку. Мы с моим домовым подружились здесь не сразу. Он никого здесь не воспринимал, он был очень озлобленный, потому что до меня здесь жили люди, которые не очень хорошо себя вели. Здесь все соседи были очень, скажем так, рады, что я пришла сюда, и та семейка ушла, потому что они расхламили этот дом до такой степени, что просто месяцами здесь убиралась после них. И, видимо, они разозлили домового, и он был очень озлоблен, он никого здесь не принимал. И когда мы с ним подружились, дорогие друзья, у меня совершенно началась иная жизнь. Я хочу вам сказать, за столько лет, сколько я здесь живу, а я здесь уже 10-й год пошел. Я приехала сюда, когда мне было 30 лет. Исполнилось 30, и я приехала. Вот мне сейчас 39, уже 10-й год пошел, как я живу в Москве. Вот ничего не портилось и не ломалось. Ни техники, ни тарелок. Вы видите, это огромное количество статуй, они все хрупкие. Вот очень редко, и то из-за моей, скажем так, неуклюжести, может быть, что-то разбивалось. Я уже не помню, когда такое было вообще. До такой степени он за всем следит. Все, что здесь была система вот
по сантехнике, по части вот сантехники и все остальное работает как часы, хотя в этих домах все поставлено китайское и не особо качественное. Кроме того, я практически ничего здесь не меняла такого весомого. То есть, понимаете, если домовой вас любит, ваше хозяйство будет в сохранности и в целости. Если нет, если вы его разозлите, есть определенные вещи, которые он не любит, откройте, посмотрите эту лекцию, потому что я сейчас вам все это не расскажу. Это сила, которая вам очень нужна, с которой вы должны подружиться. Он с вами везде и всюду. Вы его можете забрать в новый дом. Я говорила, как это сделать, я об этом тоже рассказывала. Взять нужно веник, посадить на веник и забрать в свой новый дом. Живет он везде. И в съемных квартирах, и где угодно. Это ваш домовой. Это та сила, которая ваша. Если она с вами подружилась, вы его можете забрать отсюда. Люди, которые покупают дом, они стараются забрать своего домового. Вообще разумные люди так делают. В древние времена, если человек продавал дом и не забирал своего домового, то они начинали драться, да и сейчас в том числе. Но люди были понятливее тогда и относились с уважением друг к другу. И если новый хозяин просил, то старый хозяин забирал его. Забирал, и тогда наступал мир. Видите, свеча начала вести себя как-то интересным образом. Для того, чтобы время от времени напомнить домовому о его обязанностях, попросить привлечь, он способен привлечь положительную энергетику в вашу жизнь и убрать отрицательную энергию. Поэтому вы можете к нему обращаться. Это очень сильный дух, и ему очень многое подвластно. Он может вам помочь, а может разорить. Так вот, дорогие друзья, положите на стол определенные украшения, создайте такой фон богатства, там, достатка, красивой жизни, что-то в этом роде. Поставьте конфеты, молоко. Не принципиально, можете поставить пирог, там, не знаю, ну, молоко, в принципе, он любит. Печенье, да? Все, что вы считаете правильным и нужным для вашего домового. Монеты. Вот. То есть создайте некий такой фон достатка, некое такое, ну, подобие красивой жизни, достойной жизни. Здесь ваша фантазия может сработать как угодно. Свеча либо красная, либо белая, желательно. Это его любимые цвета. Итак, читать нужно 7 раз. Оставьте это молоко часа на 3, а потом вылейте. И конфеты тоже можете выкинуть. Потому что здесь главное, чтобы, понимаете, духи питаются энергией еды. А мы питаемся именно физической частью еды. Они питаются молекулами энергии еды. Сейчас приспособлю. Вот такая статуэтка или, скажем, куколка, да, там игрушечная и прочее домового не обязательно. Но если есть, можно для красоты поставить. Начнем. Читать 7 раз. Оставить все желательно на столе. Но если нет возможности, оставьте хотя бы молоко и угощение. Остальное можете убрать. Итак. Читаем. Батюшка домовой, собери всех духов дома. Дай им указание, строгое приказание. Пусть черноту из хаты сметают, а благое в дом привлекают. Пусть богатству в этом доме быть, жить, достатку быть миру в этом доме. Ты хозяин, ты тут предводитель, охранник и стражник, главный и важный, помощник и друг. Нам в этом доме жить, да не тужить.
Давай-ка будем богатеть, черноту гони, вора не пускай. Зависть людскую смело обуздай. Пусть хата наша будет богата, врагам назло, чтобы нам свезло. Нам жить да не тужить, нам богато жить, нам в достатке быть. Да исполнится дом наш добром да наполнится. И все сказанное да будет так, и так будет. Заклято. Прочитайте 7 раз. Свечу лучше не потушить, а вот таким образом или пальцами не сдуть. То есть, извиняюсь. Угощение можете оставить, остальное можете убрать. Делайте это хотя бы раз в неделю. В скором времени вы заметите перемены обстановки и атмосферы вашего дома. Всем удачи!